Привет, друзья! Вы на канале Здесь Максис. Мы продолжаем наше путешествие по Вьетнаму. И сегодня мы оказались в прекрасном городе Хой Ан. Поехали! Хороший какой. Это что такое, например? Какой-то чудак. Ну а мы вернемся сюда обязательно вечером, чтобы снять всю эту кайфовую атмосферу. Короче, экскурсия заключается просто в том, каждый выпуск мы, конечно же, начинаем с нашего любимого рум-тура, обзора номера. Вот так в этот раз выглядит наш номер. Очень красивый. И за очень смешную цену. Он всего нам обошелся через Booking 17 евро в день. Это со включенным завтраком. Посмотрите, как он выглядит. Нравится? Новенький, чистенький такой, с отделочкой. Большой экран, телевизор. Диванчик даже есть со столом. Так. Выходим на балкон. И внизу, смотрите, прекрасный бассейн какой есть. Номеров всего 9 штук. И на обстановочку посмотрите. Мы приехали сюда вчера ночью. И я еще не видел вот этой всей атмосферы, так как мы сразу легли спать уставшие. А сейчас утром я вышел на балкон и просто офигел. Тишина, благодать, очень похоже на Букит в Бали, где мы были. Или что-то смешанное с Убудом. Просто райское местечко. А, еще забыл показать, конечно же, ванную комнату. Тоже выглядит очень прикольно. Вот так выглядит ванна. Душ есть отдельный, есть отдельная ванна. Все чисто, очень круто. Ну а мы сейчас, сегодня ничего особенного не запрограммировано в плане визитов. Мы просто идем прогуляться по этому прекрасному туристическому городку. И потом на пляж. Что еще забыл сказать классного в этом отеле, то что здесь, где мы завтракаем, есть еще большой бильярд, который можно играть по вечерам. Так выглядит ресепшн в этот прекрасный отель. И еще можно бесплатно брать велик и кататься по городу, это тоже классно. Такое очень редко есть где. Сегодня мы сняли 2 байка. У нас обширная программа. Даша хочет нам показать старый город. Она ездит одна сегодня, но я с детьми езжу на одном байке. Скутеры. У Даши каждый раз стресс, когда она садится за руль байка. Но все нормально, здесь хорошие дороги. Прыгнув на байке, мы отправились на изучение этого прекрасного старого города. От отеля нам было ехать примерно 15 минут. И по старой привычке с Бали, на байке мы катались всегда втроем. Мы прибыли в старый город Хой Ан. Даша подготовила нам сегодня уже 5-й раз это говоришь. об эту экскурсию обходную. Что мы будем смотреть, вкратце скажи. Старый город, мост, музей, темпль, храмы, да. Прогуливаться вот по таким прекрасным старинным улочкам. Немного, спустя пару минут я вам расскажу детально, что это за город, когда он был построен, для чего. Интересные факты. Итак, друзья, несколько слов об этом городке. Хой Ан – один из самых узнаваемых городов Вьетнама, и не только из-за своей архитектуры. Исторический центр здесь находится под защитой ЮНЕСКО, поэтому высоток, стекла и бетона вы тут не увидите.
Город сознательно сохраняют таким, каким он был десятки и даже сотни лет назад. С дрона Хаян выглядит очень аккуратно. Желтые дома с черепичными крышами, узкие улицы, река и минимум современной застройки. Но самое узнаваемое в Хаяне, конечно, фонарики. Эти яркие абажуры висят буквально везде, на улицах, у домов, в кафе и во дворах. Раньше они служили обычным освещением, а сегодня стали символом города и отдельным бизнесом. Фонарики отсюда разлетаются по всему миру. Один интересный факт, который я узнал позже, Хаян регулярно затапливает. В сезон дождей река поднимается так сильно, что старый город иногда уходит под воду по колено, а иногда и выше. В такие дни местные передвигаются на лодках прямо по улицам, а магазины заранее поднимают мебель и товары повыше. И что самое удивительное, город после этого продолжает жить как дальше, как ни в чем не бывало. Когда-то Хаян был крупным торговым портом, куда заходили корабли из Китая, Японии и Европы. Именно поэтому здесь такая смесь культур – китайские храмы, японский крытый мост и дома купцов, построенные по разным архитектурным традициям. Днем Хаян выглядит спокойно и даже немного сонно. Но это только разминка, дальше город полностью меняется, а вечер здесь выглядит совсем иначе. Вечером Хаян превращается в туристический аттракцион. Красивый, яркий, но очень плотный. Как только начинает темнеть, в старый город стекаются толпы людей. И улицы, которые днем выглядят уютно, вечером заполняются до отказа. Иногда кажется, что людей здесь больше, чем самих домов. На реке появляются лодки с фонариками. Туристам предлагают спустить свечку на воду, якобы на удачу, и загадать желание. Лодок много, людей еще больше, и иногда Хаян напоминает красивую, но очень плотную декорацию. И да, вечером здесь максимально людно. Это вообще не про спокойные прогулки, здесь постоянно кто-то идет, говорит, ест, фотографируется, и город буквально живет на максимальных оборотах. Местами устаешь, но именно ночью Хаян показывает свой главный козырь и становится тем самым городом, которым все видели на фотографиях. Поэтому мы и перемешали дневные и вечерние кадры, чтобы показать контраст и напомнить. Хаян красив в любое время, но вечером он играет по своим правилам. Первое место, Даша, которое она захотела нам показать, это японский мост. Построен, наверное, много веков назад. Японский мост – одна из самых известных точек Хаяна. Пройти мимо него просто невозможно. Его построили еще в 16 веке японские торговцы, которые тогда активно жили и торговали в этом городе. Сам мост небольшой, но с фишкой. Внутри находится маленький храм, и изначально он строился не столько для красоты, сколько для защиты города от злых духов и наводнений. Кстати, именно поэтому мост частично закрыт крышей. Сегодня это место многолюдно, люди идут сплошным потоком, все фотографируются, останавливаются, и иногда проще обойти этот мост, чем попытаться пройти по нему напрямую. Даша вот здесь купила билетики такие специальные есть. Расскажи, что они дают. Они дают нам вход. Вот все вот эти музеи стоят 4 евро. И получается, мы можем все вот это визитировать, поэтому нужно выбрать только 5. Короче, один билет дает вход 5 входов. 5 входов в любой на выбор музей. Интересно. Мы начали исследование Хаяна с китайской общинной палаты, одного из самых колоритных мест в старом городе. Это здание построили китайские общины, выходцев из провинции Гуандун. И раньше здесь собирались торговцы, решали дела и проводили важные церемонии. Сегодня это настоящий микс из ярких цветов, резьбы, драконов и деталей, которые хочется рассматривать бесконечно. Очень фотогеничное место и отличный старт для знакомства с Хаяном. Надеюсь, вам, как и мне, нравятся такие места. Интересно.
Что прикольно, то что здесь днем вообще никого нет. Очень мало людей, как вы можете это видеть. А ночью здесь творится полная вакханалия. Но это и логично, потому что только с наступлением темноты зажигаются вот эти красивые огоньки, плавают лодочки. И люди хотят насладиться этим прекрасным зрелищем. Именно вот с этих мест, с таких маленьких причалов, вечером стартует отправление на лодочках с огоньками вот этими, с абажурами. И мы обязательно сюда вернемся, наверное, сегодня вечером, чтобы покататься на них и увидеть всю эту красоту. Мы подошли к дому, называется дом Танки. Как я понимаю, это самый старый дом этого городка. Не знаю, сколько его веков. Сейчас мы узнаем. И Маша вместе с нами узнает, да? Да. Здесь интересная в этом доме есть коллекция значков. Вот есть интересный, подаренных им. Ташкент, Псков, на русском просто большой, огромный, Волгоград, Омск. Офигеть, сколько, во, львенок. Вот видите, львенок из мультика, кот Феликс. Артем, написано 50 лет. Псков, Олимпиада, Воркута. Что здесь только нет. Офигеть, Урал. Я только спустя некоторое время заметил, что вот эти все винтовые штучки, это, оказывается, благовония такие закрученные. И вот если вы присмотритесь, она горит потихонечку, так вся по кругу, наверное, там день должна гореть, сутки. Поэтому здесь стоит такой запах благовоний постоянный. Вы когда-нибудь чесали бачок рыбе, чтобы она не уплывала? Вот смотрите, так она не уплывает. А я нет. Ай, хорошая. Закончили мы обход этого исторического города, обзорную нашу экскурсию. Мне очень сильно понравилось. Я люблю такие старинные места, туристические, тихие, спокойные на данный момент. Я вот даже прикупил себе такую национальную кепочку. Дарья прикупила, она все мечтала о своей шляпке вьетнамской. Теперь будет ходить с ней везде по аэропортам, таскаться в ручной кладе. Ну а мы решили вернуться к нашим байкам. Чтобы к ним вернуться, решили вернуться не через город, а по набережной, где, видите, стоят все вот эти кораблики, которые буквально с наступлением ночи зажгут все лампы и будут возить туристов здесь. Ну а мы вернемся сюда обязательно вечером, чтобы снять всю эту кайфовую атмосферу. Мы решили каждый день брать велосипеды в отеле и делать прогулку по этой деревушке. Даша наш гид. На каждый день она распланировала маршрут, куда мы будем ездить. И сейчас куда мы направляемся? Первое место? Погода. Какая-то пагода местная. Просто благодать. Красота, тишина, умиротворение. Просто вышечка. Эта пагода находилась примерно в 5 километрах от нашего отеля.
Посмотрев Google карты, мы решили поехать через рисовые поля, вид которых мне очень нравится и всегда завораживает. Не доехали мы еще до пагоды, которую Даша нам обещала показать. Но увидели вот такое красивое здание и решили зайти. Культовое место, наверное, тоже храм какой-то. Да, солнце. Знак, как и на Бали, знак солнца в центре самом. Я не знаю, если можно туда заходить неприкрытыми коленями. Сейчас спросим. Ну, это даже какой-то не буддийский, это непонятный какой храм, потому что здесь вон глаз какой-то по центру, а не Будда. Смотрите, интересно как. Сюда нельзя, Маша, на коврик не наступай, пожалуйста. Это священные места. Очень интересно. И, кстати, иероглифы это китайские, по-моему, они вьетнамские. И око. Нельзя туда. И око смотрит на нас. Ну а мы берем убитые наши в хлам велосипеды и едем дальше. Дальше мы решили посетить пагоду Чуктан, одну из самых старых пагод в Хойяне. Ее основали еще в 17 веке, и здесь сразу чувствуется совсем другая атмосфера. Тишина, минимум туристов и ощущение, что место живет своей жизнью. Здесь простая архитектура, старые стены, деревья во дворе, все очень спокойно и без пафоса. Под конец визита нам даже посчастливилось попасть на настоящий молебен. Послушайте сами, как это круто. Мне нравится иногда останавливаться, наблюдать такие коммунистические агитационные плакаты. Висят здесь иногда. Серп и молот. И картинки такие, как из СССР бывшего. Построим светлое будущее с Лениным и Сталиным. Нас местный житель пригласил сфоткаться на его буйволе. Посмотреть. Давай, иди, прыгай. What is his name? Чау. Чау? Его зовут Чау. Хороший какой. Смотрите, рога какие красивые. Сейчас будем Машу фоткать. Маша уселась на быка. Тебе нравится сидеть на нем? Следующее место, куда Даша нас привела. Рассказывай, что это? Это Best Tourism Village 2024. Написано Vegetable Village. Какая-то деревня, агрикультурная деревня. Заплатили за билетик. Здесь 35 тысяч на человека. Получается 1 евро, чуть больше. Идем смотреть, что это такое нам Даша подготовила как экскурсию. Вау, смотрите, Дарья нас привела просто в огород смотреть. Выезжаете любой загород к любому дачнику, и он вам также покажет свои грядки. Как растут разные лук, там чеснок, что здесь еще у них, петрушка какая-то растет. Короче, экскурсия заключается просто в том, чтобы смотреть грядки. Как вьетнамцы ухаживают и выращивают свои овощи. Единственное, вот что увидел здесь интересно, это огромные плоды. Я не знаю, что это. Кабачки, похоже, какие-то огромные. Смотрите, с мой рост. What is it? What is it? Беляу, я не знаю, что это такое. Наверное, кабачок.
Я пытаюсь хоть что-то интересное рассмотреть в этих грядках бесконечных. Просто обычный огород любого дачника. И что еще самое плохое, то что нет нигде табличек, даже не объясняют, это что растет, там лук, чеснок, какое-то другое растение. Вообще ничего не понятно. Думаю, будем отсюда уже двигаться дальше. На выходе с этого места мы наткнулись на группу голландцев, которых местные обучали готовить вьетнамскую еду на кулинарных курсах. Пожелав им хорошего дня известной фразой «хуйдах», мы двинулись на пляж, немного почилить и отдохнуть от велосипедной прогулки. Я просто похлопаю. Доехали мы спустя 15 минут до пляжика. Припарковали наши велосипеды. Вот оно, море. Тишина, людей очень мало, туристов нет. Просто кайф. Вот так выглядит настоящий, аутентичный Вьетнам. Фигурки буддийские, какие-то львы, море. Без всяких отелей шумных, трафика и тому подобное. Пляжи в Хайане оказались совсем безлюдными по сравнению с шумным Начангом. Никакого шума и туристической суеты. Разве что местные жители под конец дня по традиции приходят искупаться, как и во всем Вьетнаме. Море оказалось таким же теплым и спокойным. Накупавшись и отдохнув после активного дня, мы решили ехать домой. На этом этот день был завершен. Мы с Дашей пришли на вечерний рынок, здесь полная суета. Мы здесь затариваемся сувенирчиками, очень много интересных вещей. Я самое главное хотел купить себе эти лампы, символ Хояна. Ну, немножко эту кошечку, которая рукой мотает. Разные безделушечки можно набрать. Конечно, по очень смешным ценам по сравнению с другими странами. Птички летающие здесь. Даже вот такие безделушки для любителей покемонов есть. For example, how much is this one? This one I 350 for one. Вот это стоит 10 евро она. Ну, короче, половину еще сторговать можно. Пыталась, короче, мне женщина своего этого персонажа покемонского продать. Я в них ничего не понимаю, поэтому сказала: нет, спасибо, мне не надо. А так, в принципе, весь рынок, здесь все повторяется. Эти кошки, разные фигурки интересные. Это что такое, например? Какой-то чудак. Я таких не видел еще. Ну, чашки еще интересные. Стаканы. Драконы вот эти. Для чего эти драконы? Интересно. О, ну что-то много места, наверное, в чемодане возьмет. Красивый, но ломкий. Он сломается. Вот такие еще прикольные. Здесь есть черепашки мягкие, мне нравятся. Только что с ними делать, я не пойму. Это типа для иголок. Для бабушек иголки втыкать. Даша вот нам домой купила несколько таких палочек. Будем перед домом кушать с палочками. А мы продолжаем набирать сувениры. Над башкой зацепила. Выходим мы с ночного рынка с Дарьей, накупили, смотрите, целую гору сувениров. Больше всего места берут вот эти абажуры, лампы. Для этого нам пришлось даже купить целый чемодан, чтобы это все вести, потому что иначе бы не влезло ничего. Мы снова оказались в центре Хояна старом. На этот раз мы приехали сюда вечером. Мы обещали детям и сами себе обещали обязательно прокатиться на этих лодочках, которые с огоньками по реке плавают, чтобы прочувствовать этот вайб огоньков.
Кстати, перед тем, как мы отправимся плавать на лодочках, хотел рассказать вам одно место, куда мы сейчас только что ездили, но это не снимал, потому что у меня на GoPro села батарейка. Это называется Pottery Village. Как на русский это перевести? Деревня, где делают вот эти глиняные там горшочки, разные из глины изделия. И интересно, что это находится на таком полуострове, чуть дальше старого города. И там люди, кто живут местные, у каждого есть свое ателье. И они приглашают туристов там слепить себе там какое-то изделие, горшочек, тарелку. Все это потом высушить, разукрасить и забрать себе. Стоит там вообще сущие копейки, по-моему, что около $2 мы отдали. Это горшочек я сейчас вставлю сюда прям кусочек, как Маша и Даша лепили там изделия, и что из этого получилось. А пока направляемся в самый центр, к реке. Дальше мы отправились в гончарную деревню недалеко от Хаяна. Место, где глину крутят уже несколько сотен лет. Здесь почти в каждом дворе свое маленькое ателье, и ремесло передается из поколения в поколение. Также тут есть музей, в котором рассказана вся история данного места, но мы в него не попали, так как приехали поздно вечером. Гуляя, мы зашли в одну из мастерских, где Маша и Даша решили попробовать себя в роли гончаров. Со стороны все выглядит просто, но на деле глина живет своей жизнью. Чуть сильнее нажал, и будущий горшок уже идет не по плану. Мастера здесь работают без спешки, спокойно, с опытом в руках. А туристам с удовольствием дают попробовать и унести с собой не только сувенир, но и новый опыт. Это очень теплое живое место, которое отлично разбавляет прогулки по старому городу. И вот она, финальная продукция. Это вазочка, Мария сделала ее и разукрасила. А вот сейчас продукция Дарьи. Тарелочка такая разрисованная. Очень красиво. Вы молодцы. Ну а мы перемещаемся в ночной Хаян. Ночью это совершенно другой город, когда загораются фонари, старые улицы выглядят почти как декорации. С высоты хорошо видно, как старый центр наполняется теплым светом фонарей, а улицы и набережная складываются в единую живую картину. Река, куда мы сейчас направляемся, становится главным визуальным элементом города, отражая огни и подчеркивая старую архитектуру. Ночной Хаян – это в первую очередь визуальный эффект, свет, отражение, атмосфера города, который вечером полностью меняет свой облик. Все, купили мы билетик, стоим в очереди. На лодочке прокатиться это стоит совсем дешево, получается на 5 лодочка. 220 тысяч, это сколько? 6-7 евро. 7 евро 20 минут прокатиться до 100. И вот мы еще купили такие коробочки, там по 30 центов со свечками. Их тоже в речку запускают люди, и будет очень красиво. Это типа надо зажигать, потом стоит она, и она как вот так. Плавает, да. Мы сейчас вам покажем это. Все, мы загружаемся на лодочку. У нас будет какая-то пожилая женщина рулить. Вот эти штучки красиво как горят, которые мы тоже сейчас запустим. Все, мы отправляемся в небольшое путешествие. Плывем на лодочке, сейчас очень красиво. Все, мост, на котором толпы людей, как в Венеции. Зажгли нам эти огоньки. Скоро мы их будем запускать. А вокруг толпы людей и лодок, как в Венеции. Все, сейчас нам сказали опустить вот эти свечечки в речку. Сейчас мы их опустим в речку. Сказали обязательно загадать желание. Я загадаю желание, чтобы все было хорошо и все были здоровы и счастливы.
потухло, что ли? Нас жалилась наш капитан над Дашей и дал ей еще одну свечку, чтобы она заново зажила, загадала свое желание и запустила его в речку. Давай, запускай. И пусть оно сбудется. Все, поплыло! Ура! Это небольшое 20-минутное приключение на лодочках подходит к концу, и оно было прекрасно. Обязательно насладитесь вот этим великолепным видом огоньков. Это свой вайб, который, скорее всего, есть только... А это наш капитан. Капитан Маргарита. Покатавшись на лодочке и покушав в местном ресторане, мы отправились дальше гулять по ночному городу, наслаждаясь яркими красками Хайяна и шумной толпой. На этом очередной прекрасный день был завершен. У нас осталось всего 2 дня пребывания в этой замечательной деревушке, Хойян, городке. И сегодня мы решили поехать на последнюю, наверное, экскурсию в интересное место. Это деревушка Камтран. Возле нас она находится, возле нашего отеля, буквально 2 километра. Чем она известна? Здесь рыбу ловят каким-то специальным методом с буйволами. Ну и, конечно же, здесь можно покататься вот на этих кокосовых лодках из кокоса. Поэтому название здесь этого маленького порта называется Coconut Village. Так выглядит это прекрасное место возле реки. Сейчас мы будем кататься. Нам будет что-то интересное рассказывать, а я делиться с вами. Все, друзья, отправляемся мы плавать сразу же на этих лодочках. Надо обязательно было разделиться на 2, потому что больше 2 людей нельзя. Даша поехала с Миро, а я поехал с Машей. Нам сразу дали шапочки такие интересные, с цветочками. А мы на мотоцикл ехали. А Быстро сюда, очень. да, здесь очень быстро приехали на мотоцикле. Теперь нас катают по такой прекрасной природе. Потому что мотоциклы, они быстрые, и они рядом с нашим домом. Друзья, один из интересных фактов по поводу этих корзинных лодок, то что они появились еще во времена французской колонизации. Так местные обходили налог на обычные лодки, делая их формально корзинами. Такие лодки легкие, устойчивые и идеально подходят для узких каналов среди кокосовых пальм. Сейчас это уже стало аттракционом, но изначально это была настоящая история из жизни местных рыбаков. А здесь бык сидит, подвезли нас к одним пальмам, а он сидит в воде. А интересно, что он делает там? А, это, наверное, он рыбу. Наверное, он как-то там рыбу удит. А как? Нам, наверное, еще покажут. Пошел. Куда-то он пошел. Такие звуки смешные издают. Вы тоже сделали так. Чау, чау. Пошел суету наводить, шатать. Тут я попросил нашего гида спеть мне какую-нибудь душевную национальную песню, и он спел. Послушайте, это действительно красиво и колоритно. Dòng thương lắm con sông
Đó đi xa mãi biết còn nhớ không, chiều về khúc mắc ngày xưa, chỉ là câu hứa sớm nắng chiều mưa, sao bay về nơi chân trời, một vùng quê nghèo vắng bóng người thương. Trong anh cả bầu trời bao la, thương em thật nhiều em dội dàng bước qua. Папа, они что делают сейчас? Не знаю, рыбу кушают, наверное. Наш капитан решил нам показать, как делать какие-то цветы или изделия из листиков пальмовых, вот этих кокосовых. Посмотри, Маша, какая красивая. Иди бери. Вот как он ой. Оп, какой красивый цветочек у тебя на пальчике теперь. Ты довольна? Да. А мне он решил не делать цветочек, а сделать вот такой крутой мужской перстень в форме огня. Смотрите, это же великолепно. Одну нам он еще поделку сделал такого зеленого кузнечика. Цветочек. Вообще классно. Посмотрите, как он, наверное, минуты за 2 сделал из листьев. Прикольно. О, вернулись мы на нашу базу, откуда стартовали. Просто кайф. Вот видите, потный весь, сейчас гребли, гонку делали. Брызгались друг друга. Было весело. А сейчас нас ждет увлекательный аттракцион. Ну что, друзья, это небольшое приключение было по-настоящему круто и интересно. Я думаю, всем понравилось. Как ваши ощущения? Миро, тебе понравилось, скажи? Очень оригинально. Оригинально, плаваете на лодке, так все красиво, природа, эти лодочки. Еще в конце меня замотали, у меня до сих пор голова кружится. Этот опыт я вам советую обязательно прийти покататься сюда. Всего занимает час один. Ну а мы едем дальше. Друзья, на этом наше путешествие по Хаяну подходит к концу. За это время город успел показать себя с разных сторон. Шумный, яркий, спокойный и очень колоритный. Ну а в следующей серии мы отправимся в Дананг. Так что если вам зашел этот выпуск, не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. Спасибо, что были с нами. Увидимся совсем скоро. Пока.